Дорогие друзья, вас приветствует канал Домашняя кухня. Привет всем! Друзья, сегодня готовим вкусные сочные беляши. Для начинки мы будем использовать свинину с курицей. Можно использовать говяжий фарш, свиной, кому как нравится. 500 грамм. Значит, дальше чайная ложка соли, пол чайной ложки перца, большая луковица и нарезанная смесь укропа для фарша. Фарш с укропом будет очень ароматным. Дальше для теста 600 грамм муки, 25 грамм свежих дрожжей. Кто использует сухие, это в 3 раза меньше надо брать, где-то 8 грамм. Столовая ложка сахара, 250 миллилитров молока, яйцо, соль, чайная ложка и 100 миллилитров теплой воды. Итак, приступим. В теплую воду добавим наши дрожжи. Немного сахара. Размешаем. Вода должна быть температуры где-то тела, можно чуть выше, где-то 36-40 градусов. Не надо сильно теплую делать воду, чтобы наши дрожжи не запарились. И возьмем от общего количества муки где-то ложки 4-5, вот так вот. И все это размешаем. Я уже вижу, вот такая пенистая масса у нас получается. Я уже вижу, что дрожжи хорошие, свежие. Тесто у нас получится. Вот мы размешали наши дрожжи, они должны немножко подойти. Минут где-то через 10-15 поднимется шапочка, и мы продолжим работу над тестом. Вот, друзья, смотрите, как подошли у нас дрожжи. Прям целая шапка образовалась. Выливаем их в миску. И теперь добавляем, значит, что у нас осталось тут: сахар, яйцо, теплое молоко, и сыпем просеянную муку. Высыпать будем частями. Тесто теплое от молока. Вот теперь, когда у нас дрожжи полностью смешались с мукой, мы можем добавить соль. Соль добавляем в муку, оставшуюся в миске. Немножечко еще. И перемешаем, чтобы реакция дрожжей с солью не была такой агрессивной. Дрожжи не любят соль, дрожжи любят сахар. И добавляем оставшуюся муку в миску с дрожжами. Вымешиваем мягкое податливое тесто.
Ну вот, тесто мы замесили, вот оно пока такое тягучее. Таким его мы и оставим. Где-то примерно на минут 40 для подъема. Теперь, друзья, нам надо с вами перекрутить мясо с луком через мясорубку. Выключаем мясорубку. Вот мы перекрутили фарш. Я немножко сухого белого хлеба добавила, чтобы полностью вычистить из мясорубки лук с фаршем. Теперь вымешиваем фарш. Так, тут у нас уже мясо и лук. Добавляем соль, перец и нашу ароматную зелень, укропчик. Вот получилось у нас такое сочный фарш. Теперь ему надо дать время настояться, чтобы пропитаться ароматом специй. Впитать сок лука. И можем приступать к лепке беляшей. Так, наше тесто подошло. Вот такое оно у нас красивое. Сейчас мы смажем руки растительным маслом. И будем формировать комочки теста для беляшей. Тесто подошло, пыхтит прям. Выдавим воздух из теста. Разделим на 2 колбаски. Оно такое податливое. Сразу принимает ту форму, которую ему хочется придать. Вот. И разделим сейчас на беляшики. Сначала пополам режем. Ну, примерно, не обязательно там уже до грамм соблюдать. Примерно. Потом еще раз пополам. И на 3 части каждую часть. Тут немножко большевато. Вот так. И тут то же самое. Сначала пополам, а потом еще на 3 части. И теперь берем и кусочек теста вот так вот превращаем в шарик, подминаем края в серединку под низ. И вот такой у нас шарик получается. И теперь мы его вот так скатываем и кладем на припыленный стол. И так со всеми кусочками дальше. Теперь подпыляем стол. Берем фарш и начинаем с первого кружочка, который мы
сформировали. Делаем такую круглую лепешечку. Откладываем вторую. Растягиваем пальчиками. Тоже присыпаем стол мукой. Стараемся растягивать по краям, чтобы серединка у нас была плотная, чтобы фарш не протек. И берем, укладываем фарш. Ложечка чайная такая сверху, и разминаем в лепешечку фарш, чтобы он у нас прожарился. И делаем складочки, как в юбочке плиссе. Одновременно поворачиваем беляшек в сторону складочек. Вот такая красота у нас получается. Не забывайте приминать беляшек, чтобы он, во-первых, выпустил воздух, во-вторых, приминается и фарш. И укладываем на то место, где лежал комочек теста. Следующий беляш точно так же. Разминаем. И вот так вот пальчиками подтягиваем вверх тесто и делаем складочки. И опять нажимаем. И вот такая красота опять у нас получается. Третий беляшек. Выкладываем фарш. Подтягиваем вверх края теста. И начинаем лепить складочки. Одновременно поворачиваем беляшек в сторону складочек. И укладываем опять на место, где лежал наш комочек теста. И так со всеми дальше беляшками. Вот такие, друзья, получились у нас беляши. Сейчас мы начнем их жарить, начиная с первых, которые у нас формировались. Итак, у нас уже разогрето масло на сковороде. Дырочкой вниз выкладываем наши беляши.
Огонь должен быть средний. Вот они у нас уже красиво как надуваются, увеличиваются в размере. Масло нужно наливать так, чтобы было примерно до половины высоты беляша. Беляши желательно не приподнимать, потому что может вытекать в масло сок, и масло начнет стрелять на сковороде. Поэтому во избежание ожогов лучше дождаться момента, когда корочка станет по краям золотистой, тогда можно будет перевернуть беляш. Огонь большой делать не стоит, потому что беляш может не прожариться внутри. Среднего огня будет достаточно. Давайте посмотрим, уже вроде бы, да, уже вот. Ой, какие они большие сразу становятся. Прям растут, как и говорят, на дрожжах. Беляши нельзя переворачивать опять на сторону с дырочкой, потому что опять может вытечь сок в сковороду, и масло будет стрелять. Поэтому жарим только один раз на одной стороне. Так. Вот смотрю, с той стороны уже беляшек действительно готов, поэтому забираем их. Сначала у них будет твердая корочка у беляшей, а потом эта корочка станет мягенькой. Беляши сразу выкладываем на тарелочку для остывания, а потом складываем в кастрюльку и накрываем крышкой. Можно крышку чуть-чуть приоткрыть, чтобы был доступ воздуха, чтобы они не запарились. Следующая партия. Кладем беляши от себя, чтобы, не дай бог, масло не капнуло на нас. Вот такие красивые беляши у нас получились. Сейчас они немножечко подостынут, и я вам покажу, какие они внутри. Вот, друзья, такая у нас красота получилась. Давайте посмотрим. Разорвем. Ой, какие они хрустящие. Тесто нежное, прям как облачко. Фарш сочный, прожаренный. Аромат укропчика. Давайте попробуем. Нежные, вкусные, сочные. Приготовьте, и будет вам счастье. До новых встреч. Жду вас на своем канале. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал, за лайки и отзывы. Готовьте с удовольствием. Всем здоровья и процветания!